Центральная Азия. Это пространство не прощает ошибок. Здесь невозможно просто выжить. Здесь нужно ежедневно побеждать. В этой битве у каждого свое оружие. Сокрушительная мощь челюстей, молниеносный рывок или капля яда, способные остановить сердце за считанные минуты. Мы отправляемся туда, где страх встречается с инстинктом. Казахстан – 9-я по территории страна в мире. Здесь, на стыке сибирской тайги и центральноазиатских пустынь, природа создала уникальный испытательный полигон. Огромные расстояния, где на сотни километров можно не встретить ни души. И климат, который бросает вызов всему живому. От плюс 40 летом до минус 40 зимой. В таких условиях выживание – это не случайность. Это результат сложнейших настроек организма, которые оттачивались миллионами лет. Эволюция работала здесь как гениальный инженер. Она не создала монстров, она создавала механизмы, способные поддерживать равновесие в этой суровой экосистеме. Хищники регулируют численность, ядовитые виды удерживают баланс. И даже самые грозные из них лишь детали огромной идеально работающей машины. В этом фильме мы не просто перечислим опасных существ. Мы попробуем понять логику их поведения. Мы пройдем по пути от тех, кто лишь кажется угрозой, до тех, кто по праву занимает вершину пищевой цепи. Мы заглянем в глаза настоящим хозяевам этих земель. И начнем мы с юга. Там, где солнце выжигает все живое, а земля помнит шаги существ, чей облик не менялся веками. Серый варан – самая крупная ящерица не только Казахстана, но и всей Северной Евразии. В нашей стране его ареал ограничен южными регионами. Это пески Кызылкумов, Придарьинские степи и Останцовые горы Туркестанской области. Максимальная длина, зафиксированная у нас, около 130 см. При этом больше половины приходится на мощный хвост. Вес взрослого самца в природе редко превышает 3 кг, хотя в неволе они могут быть вдвое тяжелее. Которая на шее переходит в характерные конические выросты. Ноздри варана – это косые щели, расположенные ближе к глазам, чем к концу морды. Это важная деталь. Такая анатомия защищает дыхательные пути от забивания песком, когда варан активно роет свои многометровые норы. Варан – активный хищник с дневным типом активности. Он не сидит в засаде, а методично обследует свою территорию, отходя от норы на расстояние до полукилометра. Его язык глубоко раздвоенный на конце. Это сверхчувствительный орган обоняния. Варан буквально пробует воздух, улавливая молекулы запаха и безошибочно определяя местонахождение добычи. Его рацион широк, от крупных жуков и саранчи до грызунов, птиц и их яиц. Но самое впечатляющее – его устойчивость к змеиным ядам. Варан без последствий поедает гюрзу и среднеазиатскую кобру. Доза яда, смертельная для человека, не наносит этой рептилии никакого вреда. Долгое время считалось, что опасность укуса варана кроется в бактериях, живущих на остатках пищи в его пасти. Однако современные токсинологические исследования, в том числе работы Брайана Фрая, внесли ясность. У варанов обнаружены сложные ядовитые железы в нижней челюсти. В отличие от змей, у них нет специализированных каналов в зубах. Яд просто стекает в рану во время жевания.
Этот токсин содержит антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, и нейтротоксины, вызывающие падение давления и отек. Для мелких животных это приговор. Для человека укус серого варана не смертелен, но крайне болезненен. Он сопровождается длительным кровотечением, сильной пульсирующей болью и системной интоксикацией. Несмотря на статус опасного животного, варан – скрытное существо. Первая его реакция на человека – бегство. Он способен развивать скорость до 20 км в час. Но если пути отступления отрезаны, варан переходит к активной обороне. Он раздувает тело, увеличиваясь в размерах, и издает громкое шипение, которое слышно за десятки метров. К сожалению, сегодня серый варан занесен в Красную книгу Казахстана как редкий исчезающий вид. Это уникальный, реликтовый хищник, который требует не страха, а дистанции и защиты. Он бесспорный хозяин пустыни, чей арсенал заставляет относиться к этой рептилии с предельным уважением. Но если варан – это видимая мощь, то следующий эшелон опасности предпочитает скрытность. Есть существа, которые не нужны килограммы мышц. Их оружие весит миллиграммы, а присутствие выдает лишь едва уловимый шорох чешуи. В Казахстане обитает почти 20 видов змей, но только 3 из них образуют смертоносный альянс, перед которым пасуют даже самые крупные хищники. Это истинные короли яда нашего региона. Гюрза – самая крупная гадюка региона. В Казахстане ее владения – каменистые предгорья юга. Ее массивное тело может достигать толщины с человеческую руку, но за этой тяжестью скрывается взрывная мощь. Тактика гюрзы – абсолютное терпение. Благодаря камуфляжу она полностью сливается с пылью и камнями. Она не нападает первой, но ее бросок – один из самых быстрых в мире. Гюрза способна атаковать на дистанцию почти в свою длину, нанося удары не только вперед, но и молниеносно выбрасывая голову в бок или назад. Яд гюрзы – это химическая атака на кровь. Их зубы, словно полые шприцы, вводят мощный коктейль из гемотоксинов. Попадая в кровоток, он вызывает стремительное сворачивание, разрушает сосуды и приводит к обширным некрозам. Без сыворотки у человека почти нет шансов. Системный отказ органов начинается с места укуса и быстро охватывает все тело. Это медленная, мучительная деструкция организма внутри. Но кобра играет по другим правилам. Единственная в нашем регионе она воплощение фатальной стратегии. Ее капюшон – жест честный, предупреждающий. В отличие от гадюк, яд кобры нейротоксичен. Он не разрушает ткани и не вызывает мгновенной боли. Он действует тише, блокирует нервные импульсы. Сначала немеет место укуса, затем тяжелеют веки, становится трудно глотать. Финал – паралич дыхания при полном сознании. Кобра – это интеллект. Она часто бьет головой закрытым ртом, давая шанс уйти. Но если она решила убить, она не промахнется. Змея никогда не ищет встречи с человеком, но когда дистанция сокращается до критической, срабатывают механизмы, отточенные за миллионы лет. И в этой схватке у нас нет ничего, кроме одного оружия – уважения к их территории. Яд этих существ – это ультиматум, который природа выставляет почти любому живому существу. Кажется, что против этой химической атаки нет защиты. Но эволюция всегда оставляет лазейку для тех, чья дерзость граничит с безумием. В тех же засушливых степях и пустынях обитает зверь, для которого смертоносный укус не финал жизни, а лишь досадная помеха во время обеда. Он игнорирует правила, по которым живет остальной мир.
Там, где другие в ужасе уступают, он идет напролом, полагаясь на уникальную биохимию своего тела и невероятную свирепость. Пришло время познакомиться с самым бесстрашным обитателем казахстанских пустошей. На западе Казахстана, среди безжизненных пейзажей плато Устюрт, обитает зверь, чья репутация намного превосходит его размеры – медоед. Глядя на этого приземистого барсука весом всего в 10-12 килограммов, трудно представить, что перед вами одно из самых агрессивных и бесстрашных существ на планете. В книгу рекордов Гиннесса он внесен как самый бесстрашный зверек в мире. Медоед – это живая бронемашина. Его кожа на шее достигает толщины в 6 мм. Она настолько плотная, что ее трудно прокусить даже леопарду. А острые иглы дикобраза просто гнутся, не достигая цели. Более того, кожа сидит на нем свободно. Если хищник хватает медоеда за гривок, тот может буквально развернуться внутри собственной шкуры и нанести ответный удар мощными когтями и челюстями. Несмотря на название, мед составляет лишь малую часть его рациона, особенно в суровых условиях Казахстана. Здесь медоед – это универсальный уничтожитель. Он поедает все, от саранчи и грызунов до молодых кабанов. Но его излюбленное меню – змеи. Медоед – мастер поиска. Его когти длиной до 5 см работают как эскаваторы, позволяя вскрывать норы за считанные минуты. Но самое поразительное происходит, когда он сталкивается с коброй или гюрзой. Медоед не просто охотится на них, он их игнорирует как угрозу. В пылу схватки змея может нанести ему несколько смертельных укусов. Но медоед просто доест противника, а затем заснет. Этот сон долгое время ставил ученых в тупик. После укуса кобры медоед падает и бьется в конвульсиях. Его тело раздувается, а дыхание почти замирает. Кажется, это конец. Но спустя 40-60 минут он просто встает, встряхивается и идет дальше по своим делам. Секрет кроется в уникальной мутации рецепторов в его организме. Молекулы яда, которые должны блокировать нервную систему, просто не могут зацепиться за клетки медоеда. Его организм – это совершенная антидотная лаборатория. Для любого другого существа в этих степях укус гюрзы означает смерть в мучениях. Для медоеда это лишь повод для короткого отдыха перед следующим приемом пищи. Итак, почему медоед опасен для человека? У этого зверя отсутствует инстинкт самосохранения в привычном нам виде. Если вы случайно окажетесь на его пути или, что еще хуже, потревожите его у норы, он не убежит. Медоед атакует. Его тактика – идти в лоб, издавая резкие пугающие звуки и используя зловонный секрет анальных желез, который по силе не уступает скунсу. В истории зафиксированы случаи, когда медоеды обращали в бегство львов и буйволов. В условиях Казахстана у него практически нет естественных врагов, кроме, пожалуй, волка. И то стая трижды подумает, прежде чем связываться с этим демоном Устюрта. Там, где заканчиваются владения крупных хищников, начинается территория тех, кто берет не силой, а идеальной биохимией. Каракурт. Это существо – невидимый страж степей Казахстана. Самка каракурта – это воплощение минимализма.
Бархатисто-черное тело, порой с красными точками, скрывается под обычным камнем или в сухой траве. В отличие от варана или медоеда, у каракурта нет брони. Его оружие – альфа-латротоксин. По силе взаимодействия он в 15 раз превосходит яд гремучей змеи. Укус каракурта почти безболезненный, легкий укол, который можно принять за укус комара. Но через 15 минут начинается латродектизм. Невыносимые боли в мышцах, животе и груди, спазмы, страх смерти и отек легких. Каракурт – сезонная угроза. Летом, в пик активности, они могут забираться в обувь или палатки. Это мирный охотник, который не нападает первым, но любое неосторожное движение рядом с его хаотичной паутиной превращает спокойную прогулку в борьбу за жизнь. Но если каракурт – это засадная угроза, то сальпуга или фаланга – это воплощение хаоса. Внешне она похожа на паука, но это отдельный отряд паукообразных, доведенный эволюцией до абсолютной агрессии. Сальпуга невероятно быстрая. Она передвигается со скоростью более 15 км в час, за что в разных странах ее прозвали пауком-ветром. Ее тело покрыто чувствительными волосками, улавливающими малейшую вибрацию воздуха. Но главное ее оружие – хелицеры. Это мощные серповидные челюсти, занимают четверть длины тела. Они устроены как кусачки, способные вскрывать панцири жуков и даже кости ящериц. Вопреки мифам, у сальпуги нет ядовитых желез. Ее опасность в другом. На челюстях часто остаются частицы разлагающейся плоти прошлых жертв. Глубокий, болезненный укус моментально заносит в рану бактерии, вызывая тяжелейшее воспаление. Сальпуга не знает чувства насыщения, она будет жевать добычу до тех пор, пока ее брюшко не начнет мешать ей передвигаться. Это символ неукротимой ярости пустыни, с которой лучше не вступать в контакт. Каракурт и сальпуга доказывают, размер в дикой природе не имеет значения. В этой системе, где властвуют вараны и кобры, существуют тысячи невидимых стражей. Они превратили маскировку, внезапность и химическое совершенство в искусство выживания. Мы часто боимся того, что громко шипит или рычит, но реальный риск здесь кроется в тишине. Однако пришло время выйти из тени пустыни. Мы покидаем этот микромир и направляемся туда, где земля дрожит от поступи настоящего гиганта. Нас ждет плато Устюрт и встреча с тем, чей облик внушает трепет даже самым свирепым хищникам региона. Если вы думаете, что самым опасным зверем в лесу является хищник, то вы никогда не встречали взрослого секача. Кабан – это 300 килограммов чистых мышц, упакованных в жесткую, как проволока, щетину. В Казахстане дикие свиньи обитают практически повсеместно, от тугайных лесов Сырдарьи до горных ущелий Алтая и камышовых плавней Балхаша. Секач – это не просто крупная свинья. Это атлет, способный развивать скорость до 40 км в час и сносить на своем пути кустарники толщиной в человеческую руку. Под его кожей в районе лопаток образуется калкан – слой плотной соединительной ткани, которая работает как естественный бронежилет, защищая его в драках с другими самцами и даже от клыков волков.
Главное оружие сикача – его клыки. Они растут всю жизнь и затачиваются друг от друга, превращаясь в острые, как бритва, кинжалы длиной до 25 сантиметров. Верхние клыки работают как упоры, а нижние – как режущий инструмент. В отличие от медведя, который может ударить лапой или прикусить, кабан бьет наотмашь, снизу вверх. Его рост идеально совпадает с уровнем бедренной артерии человека. Один такой удар, и шансов на спасение практически не остается. При этом кабан невероятно вынослив. Известны случаи, когда смертельно раненый зверь продолжал атаку еще несколько сотен метров, ведомый чистой яростью. Кабан – зверь крайне нервный и территориальный. В отличие от волка, который почти всегда предпочтет уйти от человека, сикач или самка с поросятами могут рассмотреть ваше появление как прямую угрозу. У кабана плохое зрение, но феноменальный слух и обоняние. Часто он не понимает, кто перед ним, выбирает самую простую тактику – атаку. Он идет как таран, не сворачивая. Если вам повезло оказаться на пути бегущего стада или потревожить одиночку в густом камыше, у вас будут доли секунды, чтобы среагировать. Его нападение – это сочетание огромной массы и невероятной скорости, против которой бессильны даже опытные охотники. Встреча с кабаном в дикой природе – это всегда тест на самообладание. Кабан не боится шума, он сам его создает. Единственный способ спастись при атаке сикача – это вертикальное препятствие. Кабан не умеет лазать по деревьям и не может резко менять направление движения на полной скорости из-за особенностей строения шеи. Этот лесной танк напоминает нам о важном правиле – опасность не всегда имеет когти или яд. Иногда это просто 300 килограммов ярости, которые несутся на вас сквозь заросли, подчиняясь древнему инстинкту защиты своей земли. Кабаньи тропы пересекают зимнюю степь, его ждет другая угроза. Угроза, которая берет не грубой массой, а холодным расчетом и коллективным интеллектом. Когда кабан уходит в чащу, на арену выходит тот, кто умеет загонять добычу часами, сменяя друг друга, пока цель не упадет от изнеможения. Это серый волк. Волк – самый распространенный крупный хищник нашей страны. От Каспия до Алтая – это его территория. Сила укуса взрослого волка достигает 300 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, это в 2 раза мощнее укуса крупной немецкой овчарки. Волк не просто кусает, он рвет. Его челюсти устроены так, чтобы дробить трубчатые кости и вырывать куски плоти. Но здоровый волк – зверь крайне осторожный. Он обладает врожденным страхом перед человеком и в 99% случаев предпочтет исчезнуть раньше,
чем вы его заметите. Настоящая трагедия начинается тогда, когда биология волка ломается под воздействием вируса. Бешенство – это то, что превращает осторожного лесного хищника в живую машину для убийства. В Казахстане природные очаги бешенства среди диких животных – реальность, с которой приходится считаться. Вирус поражает центральную нервную систему, отключая инстинкт самосохранения. Больной волк теряет страх, он может среди дня зайти в поселок, напасть на скот или на человека без всякой видимой причины. В таком состоянии хищник не чувствует боли и не прекращает атаку, пока не будет физически уничтожен. Его слюна в этот момент смертельный яд. Даже незначительная царапина от зубов больного животного без немедленной вакцинации означает стопроцентный летальный исход для человека. Это самая коварная опасность, потому что за внешним обликом привычного хищника скрывается микроскопический убийца. В зимние месяцы, когда волки сбиваются в крупные стаи, их опасность возрастает многократно. Это коллективный разум, где каждый участник знает свою роль. Они способны загонять добычу часами, используя смены лидеров, пока жертва не упадет от изнеможения. Волк напоминает нам, что опасность может быть явной, как клыки кабана, или скрытой, как вирус в слюне хищника. Мы покидаем степные просторы и поднимаемся выше, туда, где в дебрях еловых лесов и на высокогорных плато Тянь-Шаня скрывается последний участник нашего списка. Это не просто хищник, это воплощение первобытной силы, способный в одиночку противостоять стае волков и легко перевернуть жизнь любого, кто посмеет нарушить его покой. Время познакомиться с тяньшанским бурым медведем. Поднимаясь выше в горы Зайлийского Алатау или Джунгарского Алатау, вы попадаете в королевство, где правила диктует только один обитатель – тяньшанский бурый медведь. Он меньше своего камчатского или сибирского родственника, но в условиях высокогорья это делает его только опаснее. Его легко узнать по светлому окрасу и знаменитым длинным светлым когтям на передних лапах, за которые его называют белокоготным. В отличие от лесных медведей, наш горный житель – настоящий атлет. Он с легкостью перемещается по отвесным скалам, где, кажется, может пройти только горный козел. Это зверь, который сочетает в себе силу танка и ловкость акробата. Медведь – самое умное животное в нашем списке. Его мозг способен на сложные расчеты, он не просто чувствует запах, он анализирует его, понимая, насколько вы опасны или насколько вы можете быть его добычей. Медведь – мастер маскировки. Несмотря на свои размеры, а взрослый самец может весить до 300 килограммов, он способен передвигаться по лесу абсолютно бесшумно. Часто человек узнает о присутствии медведя только тогда, когда дистанция сокращается до 10 метров. У него нет мимических мышц, как у собак или кошек. По его морде невозможно понять, собирается ли он атаковать или просто проявляет любопытство. Эта нечитаемость делает его самым непредсказуемым хищником Казахстана. Встреча с медведем – это игра, в которой у человека почти нет права на ошибку.
Если медведь встает на задние лапы, это еще не атака, это попытка лучше рассмотреть вас. Но если он прижал уши, опустил голову и пошел в вашу сторону, это приговор. Его удар лапой способен перебить хребет лошади. Его челюсти обладают силой давления, достаточной, чтобы дробить крупные кости, как спички. В отличие от кабана, который бьет и убегает, медведь, если он решил, что вы угроза, будет доводить дело до конца. Он использует и зубы, и когти одновременно, и самое страшное, от него невозможно убежать. На пересеченной местности медведь развивает скорость до 50 км в час. Он плавает, лазает по деревьям и бегает быстрее олимпийского спринтера. Медведь не ищет конфликта. Он живет по законам, которым тысячи лет. Большинство нападений в горах Казахстана случается либо из-за фактора внезапности, либо из-за защиты медведицей своих медвежат. Уважать медведя значит соблюдать дистанцию. Это напоминание о том, что в горах мы лишь гости, хозяин здесь он. Его присутствие – это знак того, что наша природа все еще жива, дика и по-настоящему величественна. Мы прошли долгий путь. От раскаленных песков, где замер древний варан, до заснеженных пиков, где правит медведь. Мы увидели яд, который останавливает дыхание, и силу, которая крушит кости. Но это лишь часть картины. В этих землях скрываются и другие мастера выживания. Но какой из этого можно сделать вывод? Дикая природа Казахстана – это не декорация для прогулок и не враждебная среда, которую нужно покорять. Это сложнейшая инженерная система, где опасность – лишь одно из условий работы механизма. Ни одно животное из этого списка не просыпается с целью напасть на человека. Мы для них либо непонятный шум, либо досадная помеха на их исконной территории. Главная защита человека в этих краях не оружие и не сыворотки, это знание. Понимать повадки варана, знать дистанцию с медведем и вовремя заметить каракурта под ногами – вот что на самом деле спасает жизни. Природа дает нам возможность прикоснуться к своей силе и величию, но взамен она требует одного – уважения. Будьте осторожны, берегите себя и помните, мы здесь только гости. Хозяева этих земель наблюдают за нами, даже если мы их не видим.